Всем привет! В один прекрасный осенний день, когда на улице становится так волшебно, наступает настоящая золотая осень, листья вокруг лежат, осыпаются. Мы с Женей собрались идти в лес в поисках приключений. Но тут нас задержала белка. Пойдем, пойдем, сказала я. И мы пошли. Ведро оставь. Ведро оставь. Чего? Вот корзинка. Давай. Мы взяли с собой корзинку, нашу красивую, любимую. Белка остается ждать дома. А мы отправляемся в поисках Она с нами идет. грибов. Белка решается, оставаться дома или идти с нами. Все же она решилась. Белка. Мурлыкая, она не спеша пошла за нами. Ничего, мы ее домой всегда ведем. Ну, кажись, она передумала. Белка решила остаться дома. Пойдем. Нет, бежит все равно сюда. Белка, мы сюда идем. Не спеша она прошла по зеленой травке и решается, идти ей с нами или не идти. Она за мной, да. Наверное, пойду, подумала белка. Но тут она встретила вкуснейшую траву, которую не удержалась и начала жевать. Белка, белка, позвали мы ее. И она побежала. Все, вот белка и за воротами. Ходит, мурлычет наша белка-кошка. Но все же она идет не в лес, а просто в поисках приключений за территорией своего двора. А мы идем в лес Она идет, в поисках грибов. она, кажется, идет туда. На улице так тихо, спокойно. Совершенно нету ветра. Ты обещала вот позвонить бабушке. Бабушка на работе. И сказать просто, мы уже в лесу. Угу. Везде виднеются краски осени. Сыроежка вот. Встретили новую сыроежку, которая выросла буквально на днях. Пойдем. Но мы не остановились и пошли дальше. По пути мы встретили мухомор. Красивый, красный, с белыми точками. Вот, смотрите, какой. И мы отправились дальше. Пойдем. На тебе что-то длинное сел. Я его сбил. Вот он на тебя. Палки хрустели, трещали ветки. А мы все шли. И куда мы идем? В поисках грибов и приключений.
Такая здесь полянка нам встретилась. С молодыми сосенками. С березками, которые уже желтеют. И Женя отправился смотреть. Пробираясь сквозь заросли сосенок, он шел все вперед и вперед. Его остановили пауки. Точнее, паутина, оставленная пауком. Он выбрался. Пойдем. Тут много сосен. Конечно. Если бы ты показала мне на видео. А мы все идем и идем. Придем домой. Конечно. Мгм. Прошли немножко холмов и спусков. И Женя нашел себе батут. Да, в лесу. Кто-то строил здесь какой-то домик, очевидно, из детей. И притащил сюда старый диван, который уже развалился. Пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Первой нашей находкой были вот такие вот не совсем известные грибы, но они точно несъедобные. Ну, красивые. И рядом сосен. Сосенки, пойдем. Ладно, пиночки. Все же мы продолжим поиск белых и польских грибов. Да? Пойдем. Женя, сюда. Хорошо в лесу. Тихо, спокойно. Кто-то стреляет еще. Никто не стреляет. Я слышал, Не выдумывай. как стреляли. И тут я просто обалдела. На нас налетела наша же белка, при том, что мы очень сейчас далеко от дома. Похоже, мы будем идти за грибами вместе с белкой. Белка, ты решила перейти и жить в лес? Лапушка. Да, вот этого даже я не ожидала. Ладно, маркиз в лесу с нами, но белка. Белка это что-то новое. Ну, все решено. Теперь мы вряд ли найдем грибы. Скорее всего, мы будем просто следить за нашей белкой. Ох, и белка. И нашли еще разрушенный скворечник. Пойдем, корзинку бери. Да, вот кошка меня удивила. Это при том, что мы уже почти возле дома охотника. А это не очень близко. Для кошки это далеко. Господи, я думаю, что на нас несется? Поворачивается тут белка. Угу. Да, она их нашла. Уже. Так далеко уйти. А боится, хвост прижимает, опускает. Я когда-то ходила за грибами с собакой, у нас был рыжик. И он веселый, так же, как белка рядом бежал, но только видел чужих людей, сразу бежал за ними. То есть он постоянно за кем-то убегал. И я вместо того, чтобы искать грибы, постоянно искала, куда сбежала моя собака. А теперь мне вот нужно смотреть за котом. Господи, как она нас дошла? Мы же ушли далеко. И тут она нас догнала просто. Я в шоке.
Ну что ж, следи, А я ее следи теперь за белкой. А то точно. полюбила. Я тоже. Давай, да, за белкой. Такое ощущение, что не она за нами идет, а мы за ней. Она нас ведет. Куда-то влево, вправо постоянно бежит. Ох и белка. Она нас ведет. Куда? Просто гуляет за нами. Угу. Да, ну вы поняли. Грибов мы теперь точно не насобираем. Следит, где она. Господи. С котом я еще за грибами не ходила. Это впервые. Она еще маленькая, не знаю где. Ну, в общем, нет смысла продолжать рассказывать в виде какой-то истории, потому что Женя будет постоянно что-то тарахтеть. Так что просто продолжу снимать, как обычно. Буду показывать, если что-то будет интересное. Ну, уже, по сути, интересно. Белка в лесу далеко, это уже что-то необычное. Фух, она меня напугала и удивила одновременно. Я смотрела, она бегает за нами. Наверное. Теперь главное, чтобы ее никто не напугал, никакая собака. Я ее зацепить могу. Угу. Я ее начал любить. Я ее не переставала любить. Любила ее с первой встречи. Когда я еще думала, что она у нас жить не будет. Думала просто оставить ее на ночь, чтобы она не пошла в темноте к соседской собаке. А потом она осталась у нас, так и живет. Машина едет. Белка, кс-кс-кс-кс. Не уходи. Смотрите. 1, 2. Белка, которая ест траву. Чудо ты мое. Куда поехала? Куда она не едет? В крайнем случае придется ее засунуть себе за куртку и просто так с ней идти. Но пока бежит, пускай бежит. Да, белка, ну ты даешь. Ладно, мы пойдем к дому охотника. Белка, иди за нами. Мы были напротив него, а теперь вот будем переходить дорогу сюда. Конечно же, белка с нами. Куда же мы без нее? Белка, ты что, к реке? Белка. Белка, иди сюда. Белка, белка, Белка. белка. Ну чего ты? Там тебе машина може передавить. Дорога здесь опасна. Понимаешь? Я-то Ага. слушаю. А ты как? Ну так, непослушная. Я за ней боюсь. Следи теперь за ней. Пошли, белка, сюда. Белка, мы тут. Мы Господи. Туда смотри. Беги за нами. Белка, белка. Кто хочет себе кошку, которая собирает грибы? Я не думаю, что такое возможно. Какие-то деревья попилили. О, о, Господи, здесь сколько машин проезжало, кошмар. Елку берется сюда. Через елку? Через елку идет. Ну да. Смотрите, где она. Ну, пускай пока бегает. Потом, если что, я себе ее за курточку засуну. Застегнусь вместе с ней. И будет она у меня за пазухой. Тут что-то такое страшное сделали. Тут дорожка.
такие дорожки, скажем так. Трасса теперь Да это не трасса, это от пожара, но почему так много? Здесь, наверное, что-то горело. Ну да, смотрите, был пожар. Очевидно. Велка, я тут, не бойся. Ужас, смотрите. Это все Это все горело. А когда это было? Я не знала такого. Деревья вот немножко подгоревшие. И вот это все перекопанное. Но это логично почему, чтобы остановить огонь. Ну, когда это все было? Это явно было летом или вот осенью. Белка, белка, пойдем. Смотрите, ужас. Это И ещё, так наверное, много. свежее. Вот это все полностью был Наверное, огонь. это сегодня было. Потому что шпилек нету, они сгорели. Новые нападали. Деревья все подгоревшие. Совсем свежее. А я сюда хотела эти грибы собирать. Это Я не знаю, свежее что здесь совсем. такое. Наверное, это сегодня Да было. нет, это не сегодня. Нужно спросить у мамы, когда это было. Бежит. Бежит наша кнопочка. Пойдемте отсюда. Вот тут все равно грибов нету. Если здесь был огонь, здесь грибов искать нет смысла. Боже, как много здесь всего такого обугленного. Бедные деревья. Ну вы видите, да, все перекопанные. Вот эти полоски. Ужас. Не нужно так делать. Пойдем туда, где целый лес. Не горевший. Блин, я не знаю, что здесь такое. Вот увидела первый раз. Мы тогда ходили к дому охотника, то мы обходили эту сторону, здесь вообще не были. Ох и белка. Ты охотничий кот, наверное. Кошка. Белка. Ну, тут дальше все нормально, целое. Только тот участок горел. Вот на нашем пути еще одна сыроежка. Когда уже будет хороший какой-то съедобный грибочек? Пока только одни сыроежки и поганки. И белка. Куда же без нее? Чудила. Да-да-да, я тут, все хорошо, не бойся. М, Я веду белку и тебя. Да? Мне кажется, белка нас сама ведет. Ну да. Ну, Дятел где-то стучит. Унюхала кого-то. Смотрите, как надулась. Не, на белка в лесу это что-то необычное. Она даже с краешку леса обычно никуда. Сейчас так далеко. Ух, белка. Кс-кс-кс. Смотрите. где-то рядом дятел. Ты ж моя маленькая хозяйка. Пойду. Только пойдем сначала сюда. Идите вы сюда. Мы туда пойдем потом. Угу. Тут так хорошо, так спокойно. Он мокрый. Не нужно. Белка сзади бежит. Вот. Как конь. Да, в скочку. Вот зачем мы взяли эту корзину? Она нам просто уже не нужна. Мы уже просто гуляем. Надо
Корзина? Можно ее взять. Та белка-то я не против. И трусиха, и спину поднимает, и боится. Ой, чуть не упала через белку. Белка сюда. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Белка. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Белка, иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Белка, я тут. Надо брать ее за пазуху. А то она точно куда-то денется. Смотрите. Перепуганный бельчонок. Ладно, я пока телефон положу, а белку себе укутаю в курточку и буду с ней идти. В общем, я все-таки белку упаковала себе в куртку. Вот она тут сидит и мурчит мне под боком. Белка-грелка теперь меня греет. Встретили мы директрису школы, которая уже хочет выйти из леса, ее все грибы не пускают. Говорю, а мы пока ничего не нашли. Мы пока только кошку ищем. Туда-сюда она бежит, а мы за ней. Вот так вот. Так что будем и мы искать. Смотрите. Вот так вот мы гуляем. И она хочет выбраться. Я курткой где-то зацепилась. Можешь ее выпустить. А я же ее потом буду постоянно искать. Пускай сидит. Пожалуйста, я буду. Такое ощущение, будто у меня живот. У меня там кошка. Спряталась, все. Вот там она сидит. Фух, ладно, теперь можно расслабиться, спокойно искать грибы. Нашли вот такое место, где попиленные дрова, ну полностью колода, на такие вот пеньки. Да, правильно, а чего бы туда не залезть, а не упасть. Их здесь так много. Кто-то напилил себе дрова и будет топить. И дождь капать начинает. Капец, надо идти домой. Ну их те грибы. Пойдем. Вот еще сыроежечку нашли. Белка, не куелся там, успокойся. И дождь капает, а нам нужно домой. Да. Придется нести ее вот так под дождем. Она сама захотела. Белка, белка. Дурашка ты наша. Очень Засунула ее сюда, смотрите, сидит. Кошечка. Там Вон она Где она? спит. Там все. Смотри. Мурчит вот. Угу. Ку-ку. Ты кто? Как же много тут машин проезжает. Это капец. Вот мы уже сегодня штук 7, наверное, встретили. Ладно. Будем потихоньку идти ближе к дому. Сейчас вон туда перейдем. И там еще поищем по пути. Наконец-то, спустя столько времени, наша первая находка. это хороший гриб. Это польский гриб. Ой. Это напротив бабушки мы сейчас. Вот такой вот грибочек. А вот польский, который кто-то наступил. Или это сыроежка. Непонятно. Это сыроежка. Так, давай искать еще тут. Давай. У меня, правда, очки запотевают, но
хоть один грибочек да мы нашли. Это уже приятно. Мы тут и будем искать. Тут и бабушка рядом, если что, вдруг дождь, мы туда добежим. И грибы можно найти. Моя белка. Когти мне в живот запускают иногда. Вредина. Да не трогай ее. Она вот здесь. Угу. А где ее голова? Ну что? Ну что голова? Вышли мы вот на такую полянку, где березка тоненькая стоит. Вон там еще деревья, сосенки молодые. И тут еще столик есть. Это мы идем к бабушке. Отнесем ей наш трофей. Жень, иди сюда. В общем, несем мы наш польский грибочек бабушке и белку тащим домой. А то она куда-то смоется и все, не будет у нас такой белки прикольной. Смотрите, какой она глазастая. Показываешь гриб? Угу. Вот так вот мы сидели, фоткались с белкой и с грибочком. Ай, паду. Рядом коряга, чуть не упала на нее. Ладно, идем мы домой с перепуганной кошкой. Такая глазастая, страшно. Видели, да? Перепуганную кошку. Привет. Белка. Вот так вот мы идем домой. Выглядывает. И хочет убежать, моя вредина. Сиди. Ты еще не дома. Маме еще ехать и ехать. Тут такое желтое дерево. Идем мы домой от бабушки и замечаем такую картину. Там тяжело, не надо свапнуться. Белку нужно держать, чтобы не выскочила. На улице уже темно. Наконец-таки дали свет. Его выключали. Когда мы уходили, света не было. У нас на кухне горит свет. Вот как так? Получается, когда свет еще был, я, наверное, забыла выключить свет на кухне. Или я специально проверяла, включила. Открывай. Фух. Я тут тащу, не видно, корзинку с тыквой. О, Господи, аккуратно. Темно. И это только 5 часов. Кошмар. Женя, иди домой. В общем, я несу домой яблоки и тыкву. И сейчас вы увидите белку. Хоп, что-то появилось. Зад ее. Попа, вытащили. Понес. А ну иди сюда. Куда ты ее потащил? Сюда иди. Жень. Женя. Потащил. Белка. Ку-ку. Она напрягла. Ну да. Она довольная. Ее в тепле несли. Да, белка? Тепло ли тебе было, деточка? Попугай на карнизе спит. В общем, мы уже дома. Как видите, белка тоже. Все хорошо, мы ее не потеряли. Она вернулась домой благополучно. Путешественница наша. Фух. Будем мы уже что-то кушать и смотреть мультики. Да? Говори всем пока и до новых видео. Всем пока и до новых видео. Ставьте лайки. И пока. Пока-пока. Пока-пока. Тебя шатают, да, спать не дают.